Можно дальше крутить. За этот ограничитель. Вау, как красиво. Смотрите, теперь можно оглядывать каждый кратер. Да? А эта штука почему? А эта Луна, она в космосе. Это мини-телескоп какой-то, скажи. Ну. Только электронный. Да ну, вообще офигеть. Да? До чего только прогресс доходил. Приветствую, друзья. Начну с козырей. Вот, собственно говоря, видео Луны и фото. Один мужчина на Авито меня подначил. А почему бы тебе не снять фото Луны? А то, дескать, он покупал целых 5 объективов, МТО и еще каких-то подобных. И у всех были какие-то проблемы, были аберрации, и он не мог снять Луну, потому что не было бесконечности. Ну, я немного удивился, так сказать, и даже оторопел от такой, ну, не знаю, наглости, что ли. Чтобы снять Луну, мне нужно было бы дождаться Луны в хорошем размере, чтобы она была полная, дождаться хорошей погоды, чтобы не было облаков, что для Питера вообще большая редкость. Да еще и в холод зимой выйти на улицу, тащить с собой штатив, установить, снять. В общем, целое непростое дело. Ну, в общем, так совпало, что все это срослось, и я выбежал на улицу и снял Луну. Так что вот, мужчина с Авито, это для вас, если что, ну и для всех, кому это тоже важно. Ну, раз уж так совпало, я решил походить с этой трубой по городу и поснимать немного. Вот как бы и обзор сам собой организовался. Несколько слов про сам объектив. Это зеркально-менисковый объектив, откуда название ZM 500 мм. Видимо, подозреваю, что 5А идет тоже отсюда. Имеет особую зеркальную конструкцию, не совсем обычную для обычных объективов. Отсюда такой компактный размер и небольшой вес. Мой объектив весил порядка 500 грамм, что в принципе, ну, по-моему, 560 грамм или что-то в этом духе, что в принципе позволяло вполне легко и комфортно таскать его с собой по городу и не так уж сильно напрягаться. Он имеет фиксированную диафрагму, которая не меняется, которая равна 8, что предполагает съемку в достаточно хорошем освещении. У меня вылезла проблема такая, что на матрице была пыль, которую я что-то забыл почистить, и на этой 8 она очень хорошо видна. Вот. Я снимал в основном с рук на выдержке 1/1000, что иногда задирало ISO довольно высоко даже в яркий солнечный день. Ну, день был не настолько яркий, но тем не менее это был день, и местами даже солнце появлялось. Но в принципе даже с выдержки 1/30 с рук, если задрать ISO повыше, что-то можно снять вблизи, вот с 4 метров я даже снимал портреты. Такая конструкция объектива дает боке в виде таких забавных смешных колечек, что смотрится довольно интересно и необычно. Я походил немного по городу, поснимал. Фокусироваться, правда, не очень легко, очень сложно попасть в фокус из-за достаточно малого гриба. А в мороз еще и фокусер становится очень тугим, что еще осложняет фокусировку. Кадры получаются, на удивление, достаточно резкие и цветастые, хотя в других обзорах говорят, что малоконтрастные. Но, в принципе, в редакторе или на настройках камеры это неплохо правится. Можно задрать чуть-чуть контрастность и цвет, и вполне очень даже красиво смотрятся снимки. Правда, на мой взгляд, если сильно увеличивать, то запаса по разрешению этому объективу уже как бы не хватает. То есть на моей, на моей полнокадровой камере нормально все смотрится, если не сильно увеличивать. Но если увеличить там в 2-3 раза, то запаса уже нет. Для такой городской съемки, конечно, не хватает того, что нельзя изменить фокусное расстояние. Много в кадр просто не влезает, только какие-то фрагменты зданий, флаги и так далее. Хотелось бы иногда уменьшить или увеличить фокусное расстояние. Но такой возможности нет. Это уже получаются совсем другие объективы по совсем другой стоимости. Для примера вот привожу насколько сильно он увеличивает в сравнении, скажем, с 24 миллиметрами с телефона. Также очень необычно видеть раздвоение объекта в зоне нередкости. То есть в боке он все объекты, видимо, из-за своей конструкции очень так вот раздваивает. И дает такое боке достаточно нервное, не самое приятное на свете. А так вообще объектив мне понравился. Он свою функцию выполняет прекрасно. Но надо понимать, что объектив очень узкоспециализированный.
И вы сами должны понимать, зачем он вам нужен. Ну, там, Луну снимать или еще что-то сильно приближать. Рядовому обывателю, такому вроде как я, это так, на пару раз поиграться. Напоминаю вам, что этот и другие объективы, а также пленочные и цифровые фотоаппараты вы можете заказать, перейдя по ссылке на мой профиль на Авито. Всем хороших кадров и пока!